Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал Косметическая кухня Бьюр и ее ведущая Елена. В сегодняшнем видеоуроке я вам покажу, как приготовить омолаживающий крем для лица на основе пептидов швейцарской компании DSM из линейки Sin, а именно Sincol, Sinage и Sinhiken. Их синергия в одном креме дает ошеломительный эффект, который неоднократно доказан тестами in vivo и in vitro. В результате я получила вот такой вот крем. Сейчас я вам покажу его текстуру. Как вы видите, это легкий крем, который держит форму и очень легко распределяется по коже. Как его готовить, смотрите дальше в видеоуроке. Но прежде чем начать приготовление, я бы хотела напомнить, что ваш лайк, комментарий, а также подписка на канал – это лучший знак благодарности за проделанный нами труд. А сейчас я начинаю приготовление, и готовить я буду 100 грамм крема. Для этого нам понадобится вот такой вот немаленький набор компонентов, и все эти компоненты вы можете купить в магазине Бьюр с доставкой в любую страну мира. Наш крем состоит из трех фаз, это жирная, водная и активная фазы. И первое я буду готовить жирную фазу. Для этого я беру чистый простерилизованный стаканчик, тару его на весах и буду выводить все компоненты из жирной фазы. И первым компонентом жирной фазы будет эмолен цинцолен, которого я добавляю 3 грамма на 100 грамм крема. Данный эмолен придает прекрасные сенсорные характеристики крему, а также улучшает увлажнение кожи и уменьшает трансэпидермальную потерю влаги. Далее в рецепте добавлю по 3 грамма масла клюквы, а также масла кунжута. Кунжут – это универсальное масло, сбалансированное по жирно-кислотному составу, а вот масло клюквы – это изюминка для возрастной кожи, которая придает ей упругость, эластичность, осветляющий эффект и здоровый вид. Дальше в жирную фазу я добавлю пол-грамма витамина Е, который будет выступать в качестве антиоксиданта жирной фазы. После этого в жирную фазу я ввожу, конечно же, эмульгатор. Я использую эмульгатор Plantasense HE20 в количестве 4 грамма на 100 грамм крема. С помощью этого эмульгатора вы можете легко и просто получить правильную ламеллярную эмульсию. И последним компонентом жирной фазы будет загуститель Lanol P в количестве 2% или 2 грамма на 100 грамм крема. Он выступает в качестве структурирующего агента, который придает крему плотность, но при этом не утяжеляя его, а наоборот увеличивая впитываемость эмульсии. На этом приготовление жирной фазы я закончила. Дальше я перехожу к приготовлению водной фазы. Для этого я беру стакан заранее отмеренной дистиллированной водой. И часть этой воды, примерно 10 грамм, но это 10 грамм на 100 грамм крема, я отливаю для того, чтобы дальше разводить водорастворимые активы, которые нельзя греть. А оставшуюся воду и жирную фазу я отправляю на водяную баню для полного нагревания и растворения всех компонентов. А тем временем мне необходимо отмерить по 0,1 грамма активов коньяк Манан и гиалуроновой кислоты Хайсилк. Эти два полимера будут оказывать влагоудерживающую функцию, а также дополнительно увлажнять и загущать крем. Их я добавлю немножко позже, уже в горячую водную фазу перед эмульгированием. А тем временем давайте перейдем к приготовлению активной фазы. Я беру стаканчик заранее отмеренной водой, тарую его и буду добавлять все компоненты, которые являются водорастворимыми. И первый из них это будет консервант Geogard Ultra в количестве 2% или 2 грамма. Консерванты я использую по максимальной шкале ввода, потому что пептидные кремы, то есть те кремы, которые содержат в своем рецепте белки, нуждаются в мощном консервировании. Размешиваем сухой консервант с помощью мини-миксера в водной фазе. И затем переходим к добавлению основных компонентов, а именно пептидов. И первым я добавляю ремоделирующий пептид Sincol в количестве 3 грамма на 100 грамм крема. Sincol стимулирует выработку коллагена и разглаживает уже появившиеся возрастные морщины. А следом за ним я ввожу пептид под названием Sinage в количестве 4% или 4 грамма на 100 грамм крема. Это пептид миорелаксант, который разглаживает мимические морщины и предупреждает их появление. Интересные исследования применения этого пептида на коже разных возрастов опубликованы на сайте интернет-магазина Бьюр. И последним пептидом в рецепте будет Sinhiken в количестве 2% или 2 грамма.
Данный пептид при нанесении на кожу стимулирует собственную выработку гиалуроновой кислоты, оказывает подтягивающее действие, уплотняет кожу, а также восстанавливает объем и контуры лица. Далее в активную фазу я добавлю два увлажняющих компонента, именно Акваксил и Аквашаттл по 2% или по 2 грамма. Они оказывают совершенно разное увлажняющее действие на кожу, поэтому я предпочитаю их комбинировать вместе. И последний водорастворимый компонент – это пентиленгликоль в количестве 2% или 2 грамма. В данном рецепте он выступает в качестве актива, который усиливает увлажняющее действие, а также в роли энхансера для других компонентов. Теперь я размешиваю активную фазу до полного растворения компонентов в воде. И дальше я возвращаюсь к жирной и водной фазе для того, чтобы начинать их эмульгирование. Но прежде чем начать эмульгирование, мне необходимо добавить гиалуроновую кислоту и коньяк Манан в водную фазу, размешать с помощью мини-миксера в воде до образования однородного легкого геля. И затем я приступаю к эмульгированию. Для образования правильной ламеллярной эмульсии я вливаю жирную фазу в водную фазу и размешиваю с помощью палочки. Именно палочки, то есть на медленных оборотах. Как вы видите, даже при таком способе у меня образовывается однородная эмульсия. Я еще немножко помешаю ее с помощью палочки. А затем беру мини-миксер и буду размешивать несколько минут до тех пор, пока эмульсия не станет однородной и немножко не загустеет. Затем я беру палочку и буду размешивать эмульсию до остывания до температуры около 35-40 градусов Цельсия. После остывания я возвращаю стаканчик на весы. Включаю и добавляю CO2 экстракт зеленого кофе в количестве полграмма. Данный экстракт будет оказывать тонизирующее и омолаживающее действие на кожу. Тщательно размешиваем с помощью мини-миксера. Вы уже можете увидеть на видео, как эмульсия начинает застывать. И затем я выполняю последнее действие, а именно вливаю подготовленную активную фазу, еще теплую эмульсию. Размешиваю с помощью мини-миксера. Затем снова перехожу к своей любимой палочке. И все мои действия это будет размешивание палочкой данного крема до его полного остывания до комнатной температуры. Я закончила размешивание крема до комнатной температуры. Прежде чем перелить его во флакон, я бы хотела сказать, что pH крема до корректировки получился ниже 5, примерно на уровне 4,6. Следовательно, я его поднимала с помощью раствора L-аргинина до показания 5,3. У меня получилась вот такая вот эмульсия, но хочу напомнить, что особенностью эмульгатора Plantasense является то, что окончательную вязкость эмульсии вы увидите примерно через сутки. Сейчас я готовлю этот крем вечером, и уже на утро он покажет свою окончательную вязкость. Давайте сделаем тест-пробу на руке. Наношу, эмульсия получилась очень нежная, как вы видите, легко распределяется по руке и мгновенно впитывается. Сама только правильная эмульсия на Plantasense будет давать обалденные сенсорные характеристики крему. Что ж, теперь последний этап – это переливание крема во флакончик. Как я уже говорила, в пептидных кремах очень важно хранить их в правильной таре и применять мощный консервант. Поэтому для хранения таких кремов я предпочитаю использовать вакуумные флаконы. А на этом приготовление закончилось. Я надеюсь, вам понравился рецептик. Обязательно пробуйте и пишите ваши комментарии и отзывы, что же у вас получилось. До скорой встречи на новых мастер-классах. Пока!